Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, сегодня я хочу поделиться двумя рецептами горячих блюд, которые отлично подойдут как к праздничному столу, потому что выглядят очень достойно, так и на каждый день. А все потому, что возни с их приготовлением никакой. Загрузили все ингредиенты в противень и в духовку. Все остальное за вас сделает духовка, поверьте. Уверяю вас, на выходе получаются очень достойные и безумно вкусные блюда. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептами этих двух замечательных блюд вместе. Первый рецепт – это рецепт приготовления бугуламы из курицы. Бугуламы из курицы – это курочка, томленная в собственном соку с овощами. А сам процесс томления на азербайджанском звучит так – бугулама. Отсюда и название блюда – бугулама с курицей – одна из жемчужин азербайджанской национальной кухни. Список и количество всех ингредиентов для приготовления бугуламы с курицей вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, сначала подготовлю все ингредиенты. Бланширую помидоры. Заливаю помидоры кипятком, оставляю их в горячей воде на несколько минут, после чего достаю их и снимаю кожуру. Затем вынимаю сердцевину у помидор, разрезаю их на достаточно крупные кусочки и пока откладываю в сторону. С луком сняла шелуху, помыла его и теперь нарезаю лук на полукольца и достаточно тонко. Затем солю и мну лук, отчего лук станет чуть вялым и пустит сок. Пока лук тоже откладываю в сторонку. Разделываю курочку. После помою ее, положу на бумажное полотенце, чтобы вода стекла с нее, и слегка подсушу ее бумажным полотенцем. По ходу, пока с курицы стекает вода и курица потихоньку подсушивается, загружаю готовые ингредиенты в утятницу. Я половину нарезанного лука и помидор отправила в утятницу и перехожу к другим компонентам. С перца снимаю семечки. Я это делаю с помощью специального кухонного прибора, но, честно говоря, можно обходиться и без этого. Как вы видите, для бугуламы с курицей я сегодня использую два вида перца. Во-первых, их контрастные цвета придадут курице, томленной в собственном соку, еще более яркий и красочный вид, но не только. Аромат красного и зеленого перца отлично гармонируют между собой и играют не последнюю роль в создании такого ароматного и душистого блюда на выходе. После того, как перчики освободила от семян, нарезаю их на достаточно крупные кусочки. Не советую нарезать овощи слишком мелко, так как они будут томиться вместе с курицей час-полтора. Если их нарезать слишком мелко, то овощи превратятся в пюре, какую-то кашицу. А покрупнее они и смотреться будут красиво, и вам меньше мороки. Половину нарезанного перца отправила в утятницу к другим овощам. Овощная подушка для курицы готова. А вот курицу кладу всю, то есть все куски курицы. Нарезанные кусочки курицы распределяю по всей поверхности овощной подушки. Друзья, курица у меня деревенская, и у нее есть внутренний жир. Совсем немного, но все же есть. Я положила вот этот внутренний жир сюда в посуду, поэтому масло я сюда не кладу. Но при желании можно положить масло. Советую в таком случае класть топленое масло или же сливочное хотя бы. На худой конец уже оливковые масла. С остальными растительными маслами не то, честно говоря, вкус получится не то, что надо. Ну, смотрите, конечно, сами, это ваше право, но говорю как есть. На курицу слоями положила овощи. Вот
по той же очередности, что и снизу. Получается своеобразное одеяльце, что ли. Теперь можно посолить, поперчить, что я, собственно говоря, и делаю. На овощи мну сухую зелень, насыпаю пряности, закрываю крышку утятницы и отправляю в духовку на час. Согласитесь, все это уже выглядит аппетитно. Отправляю всю эту красоту в заранее подогретый до 200 градусов в духовку. Режим нагрев снизу. Вы же ориентируйтесь на свою духовку. Пока курица будет томиться вместе с овощами, я почищу картошку, помою ее, разрежу на крупные кусочки и пока оставлю в воде. Все дело в том, что я сегодня использую деревенскую курицу, а она варится долго. В общей сложности обед будет вариться примерно 1,5 часа. Если положить картошку в самом начале, то за 1,5 часа варки картошка превратится в пюре. Поэтому я сначала отправила курочку в духовку томиться без картошки. Через час достаю утятницу и загружаю туда картошку. И дальше курочка будет томиться еще полчаса, но уже с картошкой. Когда я готовлю бугламу с бройлерской курицы, то картошку загружаю в посуду вместе с остальными компонентами. Так что советую учесть этот момент. Загрузив картошку в посуду, вновь отправляю курочку с овощами в духовку еще на 30-40 минут. И вуаля! Курица, томленная в духовке с овощами, она же буглама с курицей, готова. Друзья, обязательно приготовьте вот такую вкуснятину для себя и для своих близких. На ее приготовление по времени тратится совсем ничего, а результат обязательно порадует всех вас как за праздничным столом, так и за семейным ужином. А для тех, кому максимально хочется уменьшить свою нагрузку, могу сказать, что курочку, томленную с овощами, можно приготовить в рукаве. И посуды мыть не придется. Готовьте на здоровье и побольше вам приятных поводов для застолья. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим 2025 годом. Всем желаю мира и добра. Пусть он всем нам принесет много-много радости. Аминь. Второй рецепт – это рецепт приготовления дорадо в духовке. Этим рецептом когда-то со мной поделилась моя кума. За что тебе, Гюля, огромное спасибо. Дорадо в целом очень вкусная рыба, а в духовке дорадо по этому рецепту получается просто изумительным. Приготовить дорадо по этому рецепту ничего не стоит, вот говорю сразу. Продукты абсолютно доступные, по времени тратится совсем ничего, а на выходе получается очень достойное блюдо, которое смело можно подавать на любой праздничный стол. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления дорадо в духовке вы видите на своих экранах. Эту же информацию, как всегда, оставлю внизу под видео. Итак, я дорадо предварительно помыла, почистила всю чешую, отрезала хвост, жабры, плавники и хорошенько просушила его кухонной салфеткой. Теперь готовлю душистую смесь для маринада. Чеснок пропускаю через мелкую терку, но можно выдавить его. Добавляю в оливковое масло чеснок, черный и красный перец, розмарин, соль и имбирь. Все хорошенько мешаю и оставляю эту душистую смесь буквально на 10-15 минут, чтобы растительное масло и все пряности хорошенько взаимодействовали друг с другом. Растительное масло помогает раскрыть аромат приправ. Также в эту душистую смесь выдавливаю немного сока лимона, но это не обязательно. И все. Оставляем маринад в сторонке. Сейчас буду работать с дорадо. Теперь с обеих сторон делаю надрезы на рыбе. Это надо сделать очень аккуратно и осторожно, чтобы не пройтись насквозь, а всего лишь дойти до костей, вернее до хребта.
Вот с одной стороны и с другой стороны. Это делается для того, чтобы дорадо хорошенько пропитался пряностями и как следует пропекся. Прошли примерно 15 минут, и за это время все ингредиенты душистой смеси успели повзаимодействовать друг с другом. Теперь готовлю дорадо к выпечке. Я обрабатываю дорадо душистой смесью. Обмазываю дорадо с обеих сторон, внутри, в надрезах, вот везде-везде. Вот такая вот обработка не только придаст дорадо на выходе золотистый и сочный цвет, благодаря душистой смеси, маринаду этому, дорадо получится безумно вкусным. В принципе, сам по себе дорадо очень вкусный. Я уже отмечала это, а вот такая незамысловатая душистая заправка сделает его невероятно вкусным, просто изумительным. Теперь я и Рада даю дораде отдохнуть и хорошенечко пропитаться пряностями. А пока рыба пропитывается пряностями, я займусь картошкой. Я картошку почистила, помыла и теперь нарезаю ее кружочками. Конечно, при желании ее можно нарезать соломкой, кубиками, но, на мой взгляд, сюда больше подходит картошка, нарезанная кружочками. Вы действуете на свое усмотрение. Друзья, еще такой момент, так как рыба будет печься недолго, каких-то 30-40 минут, ну максимум 45, если положить сюда целую сырую картошку, то она, скорее всего, не припечется. Поэтому я ее разрезаю на дольки. Если вы захотите оставить картошечку целой, то ее надо будет предварительно чуть-чуть отварить до, ну скажем так, полусырого состояния. Идем дальше. Картошку сперва опускаю в остаток душистого маринада, которым я терла рыбу, а потом кладу дольки картошки в противень. Такая картошка тоже получится весьма душистой. Я сначала застилаю вот такую вот душистую подушечку для рыбы, а затем кладу на нее рыбу. Дольки картошки отправляю в маринад, все хорошенько мешаю и кладу рядом с рыбой. В процессе выпечки дорадо еще немного пустит сок, и самая обычная картошка приобретет просто волшебный вкус и аромат. Далее укрываю противень фольгой и делаю прорезы, вернее прокалываю зубочисткой кальку. Пеку рыбу в заранее подогретой до 200 градусов духовке в режиме нагрев снизу с конвекцией. Вы же ориентируйтесь на свою духовку. Пока печется рыба, я нарежу лимон и лук кольцами, для того, чтобы красиво подавать дорадо к столу. Он этого заслуживает. Друзья, я пеку дорадо 20-25 минут под фольгой. Потом достаю рыбу, убираю в фольгу и еще на 15-20 минут отправляю дорадо в духовку. В результате чего дорадо получается в меру румяным и очень хорошо пропекается, при этом ничего не подгорает. Друзья, поверьте, для того, чтобы приготовить что-нибудь вкусное, торжественное и праздничное, не обязательно пропадать на кухню. Попробуйте приготовить такую вкуснятину с дорадо хотя бы один раз. И этого будет достаточно, чтобы влюбиться в него, да так, чтобы стать его фанатом. А все, что от вас требуется, промариновать рыбу и отправить ее в духовку. И вуаля! Все остальное за вас сделает духовка. Я подаю к дорадо домашнее вино, которое приготовила сама. И пусть к рыбе лучше всего подходит белое вино, но уверена, что против такого вина наш дорадо возражать не будет. Друзья, еще раз поздравляю всех с наступающим 2025 годом. Огромное всем спасибо, что просмотрели видео до конца. Надеюсь, мое видео окажется полезным для вас. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно их читать. Я пока прощаюсь с вами.
Но буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч в новом, в 2025 году.